Вот читаю Конституцию. Ну, для того, чтобы понять, достаточно ее открыть. Тут написано, пункт 4, 15 статья, пункт 4. Общепризнанные принципы нормы международного права являются составной частью ее правовой системы. Понятно, да? Тут еще про международные договора, но международные договора к делу не относятся. То есть общепризнанные принципы норм международного права являются составной частью ее правовой системы. То есть правовая система. В правовую систему входят законы, постановления правительства, судебные решения системного характера, например, решение Пленума Верховного Суда и так далее. То есть это некий массив правовой системы. Законов в нем только одних 4000 штук. Вот в этой массиве правовой системы есть составная часть в виде общепризнанных принципов и норм международного права. Что такое общепризнанные принципы, а самое главное нормы, международное право? Нормы это их много, да, то есть норма жизни, норма содержания офиса, норма, так сказать, нахождения ваших отношений с соседями по двору и так далее. То есть норма это тысячи элементов совокупной системы отношений. Вот нормы вырабатывают специализированные международные учреждения. Не мы, а иностранные учреждения. То есть иностранные учреждения, МВФ, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения и так далее, они все перечислены на сайте ООН, там их около 70 штук, они вырабатывают нормы, которые для нас являются обязательной частью нашей правовой системы. Теперь дальше смотрите. Есть правовая система, созданная национальными органами власти, то есть законами, постановлениями правительства, судебной системой и так далее. А есть правовая часть правовой системы, созданная из-за рубежа международными органами, которые, кстати, находятся в Вашингтоне. То есть это нормы Вашингтона. И система международных органов подчиняется Соединенным Штатам Америки, так, чтобы было понятно. Так вот, это нормы, которые вырабатывают международные органы, являются обязательной частью, то есть не просто частью правовой системы, а обязательно, потому что в Конституции написано, обязательной частью правовой системы. То есть есть некие нормы, их тысячи, десятки тысяч, которые обязательны. И есть нормы, которые вырабатывает уже наша правовая система. Естественно, наша правовая система будет вырабатывать нормы в исполнении обязательных норм. Потому что эту бетонную стену подвинуть нельзя по нашей Конституции, иностранные нормы. А наши пристройки можно, это уже будут такие как бы перегородки в доме, да, которые можно переставить. Таким образом, вся архитектура правовой системы России выстраивается под иностранные нормы и правила, вырабатываемые специализированными учреждениями, согласно этому пункту Конституции. Не только ему, кстати, там и верховенство прав человека в понимании американцев и многое другое. Но вот согласно этому, а это пункт, как писать законы, именно вот эта иностранная норма и правила является обязательной верховенствующей частью нашей правовой системы, потому что их подвинуть нельзя. А все остальное, законы наши, можно принять, и поскольку они принимаются позже, они принимаются в исполнение вот этой обязательной части нашей правовой системы. Таким образом, наша вся правовая система подчинена иностранному управлению, то есть американской вертикали власти. Тому самому одному источнику власти, одному источнику центра принятия решений, Вашингтона, Колумбия, о которой Путин говорил еще в Мюнхенской речи. А мы провинция этого центра управления, да, то есть центр управления Вашингтон, у него много провинций, в том числе Россия. Вот российская правовая система имеет механизм внутри себя подчинения решениям Вашингтона. Этот механизм включает в себя на верхнем уровне Конституцию, и дальше это все идет вниз, 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 вниз. Поэтому вы открываете огромное количество законов, там во них написано, ну, такие крупные, ну, закон о судебной системе, закон о референдумах и так далее. Там в них прямо прописано, общепризнанные принципы норм международного права являются нормами, в исполнении которых принят этот закон. Там ничего про, например, про договора не сказано.
Там просто эта вот норма является обязательной для цели вот судебной системы, референдума, правительства, Госдумы, написания законов, кодексов, налогового кодекса, бюджет, ну и все системы нашего законодательства. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена.